В ноябре этого года Тони Кросс был признан игроком года в Европе согласно изданию Tuttosport. Бывший полузащитник мадридского Реала и сборной Германии завершил карьеру в конце прошлого сезона, поэтому такая награда еще раз подчеркивает исключительность немца. А учитывая блеклую игру мадридского Реала в этом сезоне, мы еще раз видим, насколько много потерял мировой футбол от его ухода. Меня зовут Игорь, вы на канале The Sport, и сегодня мы поговорим о легендарном Тони Кроссе. Тони Кросс прибыл на эту планету в 90-м году в местечко под названием Грайсвальд, что на тот момент входило в Восточную Германию. Тони родился в спортивной семье. Его мама Биргит Камер была игроком в бадминтон и преподавала спортивную биологию. А отец, Роланд Кросс, в прошлом профессиональный борец и футбольный тренер. Так что в каком-то смысле Тони Кросс был обречен стать спортсменом. Кстати, его младший брат Феликс Кросс, также бывший футболист, успевший поиграть за различные немецкие клубы, хотя карьера вышла не такой удачной, как у старшего брата. Считается, что в детстве Тони не был одаренным футболистом и успеха добивался лишь благодаря упорному труду. Немалую роль в этом сыграл его отец, который и стал его первым тренером, ровно как и для брата. Но футбол отнимал много времени и не позволял хорошо учиться. За учебный год Кросс мог потерять более месяца из-за тренировок. Поэтому приходилось делать выбор – учеба или футбол. И, к счастью, Кросс выбрал последнее. Успешный выбор не застал себя долго ждать. Пройдя через молодежные команды Грайсвальдера и Ганзы, скауты Баварии приметили 16-летнего паренька и оформили переход. За первый год в молодежном составе он забил 7 голов в 22 играх. Поразительный показатель для полузащитника. На следующий год, в 17 лет, Кросс дебютирует за основной состав Баварии, став на тот момент самым молодым игроком в ее истории. Да и как он дебютировал? Он вышел на замену в матче с Энерги Котбус и за 18 минут до конца матча успел отдать 2 голевые передачи на Мирослава Клоза. Правда, в первый сезон Кросс не закрепился в составе, он сыграл всего 20 матчей, хоть и отдав 5 голевых передач и забив дебютный гол в Еврокубках. Далее последовала аренда в Байер, где в сезоне 9-10 года он забил 9 голов и отдал 12 передач в 33 играх. Шикарная игра юного полузащитника не могла остаться незамеченной, после чего Кросса вернули в Баварию. А в 2011 году клуб возглавил Юп Хайнкес, который тренировал Кросса в Байере. При знакомом тренере Кросс быстро стал важным игроком старта и рассматривался как будущая замена для другой немецкой легенды – Бастиана Швайнштайгера. Но следующие 2 сезона получились неоднозначными. В сезоне 12-13 Бавария завоевала требл, в Бундеслиге Кросс забил 6 голов и отдал 8 передач, но в четвертьфинале против Ювентуса он получил серьезную травму, и для него сезон закончился досрочно. А в следующем сезоне команду возглавил Пеп Гвардиола. При нем Кросс также оставался игроком старта, но прежнего кредита доверия уже не было. Нужен был новый вызов. Летом 2014 года, во время триумфального для Германии чемпионата мира, Кросс переходит в Реал Мадрид за крошечные 25 миллионов евро. Эта сумма показывала тотальное недоверие руководства Баварии к немцу. Как позже выяснилось, проблема заключалась также в нежелании боссов Баварии поднимать зарплату Кроссу. Он знал, что его ровесник Марио Гетце получал куда больше. Руководство клуба не хотело платить Тони больше 10 миллионов евро. Спустя какое-то время Карл-Хайнц Руммениге сказал ему: «Ты не игрок мирового класса, поэтому мы не будем выполнять твои требования». Штефан Райнардс, бывший игрок Байера и друг Тони Кросса. Про карьеру Кросса в составе Реала знают все. Он завоевал с мадридцами 23 трофея и вписал свое имя в пантеон лучших полузащитников в истории. Его точные передачи и диспетчерские качества стали прообразом для многих молодых футболистов. За 10 лет в составе Реала точность передач Кросса никогда не опускалась ниже 92%. А в Ла Лиге с каждым новым сезоном его точность только росла. И в последнем сезоне, перед уходом из футбола, она составила космические 95%. Красноречивее любых слов то, что Флорентино Перес, босс Реала, считает его трансфер сделкой века. Незадолго до пандемии коронавируса Флорентино пригласил меня на обед. Это невероятно милый человек с прекрасной историей жизни. Флорентино кажется предприимчивым, но все-таки он остается человеком. Тогда Перес рассказал мне, почему считает трансфер Кросса сделкой века для Реала. Никто не превзойдет Тони по соотношению цены и качества. Фолькер Штруд, агент Тони Кросса. Не Зидан и Бекхэм, не Роналду и Бензема, а Тони Кросс. А Зинедин Зидан гордился, что удостоился чести тренировать немца.
Кросс настолько хороший игрок, что может играть как шестерка, как чистый полузащитник или как десятка. Его главное достоинство – умиротворенность. Он никогда не нервничает. Удивительно, насколько легко он играет обеими ногами. Я мог бы подумать, что он левша. Его запомнят как удивительного игрока, одного из лучших в мире на своей позиции. Когда меня назначили наставником Реал Мадрид, я был счастлив, что смогу тренировать Кросса. Конечно, я могу сказать, что тренировал Серхио Рамоса, Криштиану Роналду и Гарета Бейла, но также Тони Кросса. Кстати, Тони Кросс обладатель уникального достижения. В 2014 году он поднимал трофеи сразу в 3 командах. В составе Баварии он выиграл Бундеслигу и Кубок Германии. Потом взял золото Мундиаля со сборной. А после, в том же году, уже с Реалом взял Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. У Кросса есть прозвище «Официант». Нет, не за кулинарные способности. Он его получил во время чемпионата мира в Бразилии. На том турнире он сыграл все 7 матчей, раздавая более 70 передач за матч с точностью 90% и покрывая весь центр поля. Также Кросс на том турнире забил 2 гола и отдал 3 передачи. Причем 2+1 он сделал в знаменитом уничтожении хозяев турнира бразильцев. Тогда немцы выиграли со счетом 7-1. Кросс ушел из футбола на пике славы в невероятной форме. В последнем сезоне он за 48 матчей забил гол и отдал 10 передач, выиграв чемпионат Испании и Лигу чемпионов, став одним из 5 футболистов в истории, кто выиграл ее рекордные 6 раз. В Ла Лиге Кросс отдавал 68 передач в среднем за игру с точностью 95% и перепахивая значительную часть поля. А в Лиге чемпионов сыграл 12 матчей, пропустив лишь 1, отдавая по 70 передач за игру с точностью 95% и сделав победный ассист на Карвахаля в финале главного европейского турнира. После завершения карьеры Кросс передал легендарный 8 номер Феде Вальверде, с которым вместе отыграл 6 сезонов. После завершения карьеры Тони посвящает время своей семье, а также занимается своей футбольной академией, что в Мадриде. Вообще, Тони образцовый немецкий семьянин. Со своей будущей женой он познакомился еще во время учебы, и именно она стала его главной поддержкой. Она помогала ему совмещать футбол и учебу как только могла. Пара поженилась в 2015 году, и у них 3 детей. При всей звездности Кросса, его жена Джессика Фабер не любит публичность, она не дает интервью и старается не оказываться в центре внимания. Другими словами, не пиарится за счет имени мужа. Знаете, когда говорят о немецком качестве, то сразу вспоминается Mercedes, BMW, Volkswagen, Siemens, Kercher, ну и другие немецкие бренды. Я считаю, что Тони Кросс, благодаря своей игре и образцовому поведению за пределами поля, заслужил свой знак качества. И он точно пройдет проверку временем. Ведь Тони Кросс, он как вино, с каждым годом становился все лучше. Таких уже больше не будет. Как там говорят в дозоре, таких как он уже не будет. Пишите свое мнение о Тони Кроссе в комментариях к этому видео, каким вы его запомнили и кого из современных футболистов вы считаете преемником на его позиции. Это будет интересно обсудить. Также не забудьте поставить лайк этому видео, это поможет алгоритмам YouTube его заметить. Вам это не трудно, а для меня это дополнительная мотивация готовить качественный новый контент. Увидимся. До скорого.